Стойте! 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 Машину бери. Тут спрячется. И в наш город вдруг влетели на бронетехнике посторонние люди, которые явно были, ну, недружелюбно настроены. Перво-наперво я их догонял. Я за ними гнался, начиная от блокпоста. Но 21-я Волга шибко, ну, сами знаете, не ездит, да. Пока я их догнал, они практически вошли в центр города. Самое большое и самое, наверное, первое чувство, которое я испытал, страх. Во-первых, в 300 метрах от того места, где я их остановил, живет моя мама и сестра меньшая, Наталья. Вниз от того места по улице Парковая, там стоит наш храм, ну, православный храм наш, Свято-Троицкий. Это, ну, как карточка города. Там служит мой благочинный. Я когда разговаривал вот с капитаном этим, он говорит, никуда не поедете. Я говорю, я еду к себе в храм. Он говорит, никуда не поедете. Я говорю, вот смотри, капитан, у тебя есть твой командир? Да. Говорю, ты его по уставу обязан защищать? Он говорит, да. Я говорю, вот там мой командир. Даже если ты, говорю, хочешь стрелять, стреляй сейчас, я к нему поеду по-любому. Потому что, ну, я знаю нашего благочинного отца Иоанна. Я знаю, что он, ну, человек, знаешь, как, вот он больше дипломат. То есть он не сможет им противостоять, противопоставить что-то. Я честно, я собирался лететь уже туда, но потом мы договорились на том, что, вот я говорю, ребят, не едьте никуда, потому что вас сожгут. Вот, разворачивайтесь, давайте я вас выведу, просто на аэродроме ваши сидят, а это не ваши. Говорю, нет, наши вот все стоят здесь. И тогда вот мы организовались, чтобы убрать их оттуда, договорились, чтобы они без... И то даже вот после договора, что они уходят, они все равно, проезжая, стреляли вверх, показывая свое, значит, превосходство, силу. Вот. Они стреляли вверх и бросали шумовые гранаты. Вот парню там даже мочку уха оторвало осколком. Они отрабатывают деньги, просто они здесь зарабатывают деньги, и все. Вот. Когда человек служит, вот призвали, да, и он выполняет свой долг перед Родиной, там, перед народом и все, это одно. Но когда человек служит по контракту, он зарабатывает деньги. Теперь смотрите, если он будет сидеть у себя в Тернополе, в воинской части, он будет получать, ну, пускай там 1500-2000 гривен. Но когда он выскакивает на боевые, здесь капает каждый день хорошая сумма. То есть боевые начисляются однозначно им. Вот. Плюс льготы не забывай. То есть поучаствовал в боевых действиях, да, приравниваешься там, участник боевых действий, пошли скидки тебе, за квартиру меньше платить, проезд бесплатный и так далее и тому подобное. Конечно, они сюда рвутся. И, конечно, им наплевать там по ком стрелять, они просто отрабатывают деньги и все. Я так и сказал этому, вот с капитаном я разговаривал, и он не назвался, к сожалению. Вот. Но он так и сказал, я ему сказал, говорю, послушай, разница очень большая, ты понимаешь? Сидеть там или здесь. Поэтому ты приехал просто зарабатывать деньги. Он говорит, много, мол, не заработаешь. Говорит, как же он, там, 2000 что-то. Я говорю, послушай, ну я тоже тут живу, не шикую. Он машина, квартиру дал военкомат. Он говорит, у меня даже квартиры нет. Говорю, так приехал бы ко мне, попросил. Я бы переехал в храм жить. Нас двое с матушкой, дети, взрослые уже все. Вот. Мы бы сюда переехали жить или сняли где. Живи в моей квартире. Но ты же пришел с оружием ее забрать, эту квартиру. Поэтому уже разговор совсем другой. Одно дело, когда приходит человек, там просит, да, мне негде жить, дай мне, пожалуйста, там, пожалуйста, я тебе найду что-то и помогу. Другое дело, когда ты пришел забирать, этот номер тут не пройдет. Это Донбасс. Забрать у Донбасса что-либо, это очень сложно. Эта власть себя скомпрометировала настолько, что, ну вот, у меня на приходе были люди, которые, ну, были против отделения Донбасса, да, там, от Украины. Если честно, я в самом начале, я был против. Я, наверное, был согласен на автономию в составе Украины.
Вот как Крым был, да, в свое время, на автономию. Но после того, как я повывозил убитых, раненых, после того, как я отпевал обычных мирных жителей, я не хочу такой Украины. Это не мать та, что убивает своих детей. Поэтому сказать, что это Родина-мать, этого, у меня язык больше не повернется. Для меня Родиной теперь стала... Вот смотри, какой, да, ну, деградация, наверное, какая-то идет. Вот раньше у меня Родина была от Чопа и до Владивостока, от Мурманска и до Кушки. Огромная страна. Были братья у меня грузины, казахи, узбеки, белорусы, прибалты, вот Молдавия, да, там вот Дальний Восток. Это все были братья, да. Потом с развалом Советского Союза, благодаря там, не будем сейчас, вот благодаря кому и чему это произошло, но не без лохматой руки Запада, у меня Родина стала намного меньше. Стала Украина моей Родиной, да. Но там остались братья. Теперь у меня, благодаря вот этой власти, что была временная власть, которая просто должна была вот сохранять мир и порядочек какой-то, да, чтобы до того момента, пока изберется президент. Вот эта временная власть уничтожила все, что было внутри, в душе человека, да, вот который... Мне, конечно, нравились и хатки побеленные, и украинские песни, и девчата, и вышиванки, и соловьи, и все нравилось. Теперь я не хочу этого ничего видеть, даже близко. Здесь не идет война вот за землю. Здесь идет, наверное, больше война за свободомыслие. За то, что мы не хотим, чтобы нам навязывали идеологию другие люди. Мы сами можем выработать вот то, что мы приемлем. Вот так как, знаете, приходили и говорили, вот памятник Ленина, его надо снести. Зачем? Он денег стоит. Люди, это целая эпоха. Люди строили этот памятник, делали этот памятник. Давайте его аккуратно снимем. Перенесем его в парк Ленина, поставим там, и пускай те, кто помнит ту эпоху, приводят туда своих внуков и показывают, что была такая страна, были такие люди, вот так вот жили, такие были ценности. А зачем ломать? Вот из-за этого восстает Донбасс. То есть нам навязывают то, чего мы никогда не будем делать. Мы не хотим ценностей европейских. Они у нас тут здесь, на Донбассе, свои ценности. И они в корне отличаются от европейских ценностей. Мы ценим дружбу, чего в Европе никто никогда не ценил и ценить не будет. Мы ценим связи родственные. Там этих связей давно потеряны. Мы ценим чистоту отношений, то есть если это дружба, то она должна быть настоящей. Если это любовь, то она должна быть настоящей. Там все это не настоящее, а нам пытаются это навязать. Поэтому Донбасс восстал. Ну вот так, ну нету у нас колоколов, пока в баллоны звонят. Да, вот это мы видим Карачум. Вот смотри, мы от него закрыты как горой, да, немного. Но из-за горы сюда долетают тоже и снаряды, и как раз вот внизу этой горы прошли БТРы, проскочили к нам в город. Вот. Так что чуть дальше, вот вправо от него, вот сюда, да, вот там вот находится Семеновка. Вот за этими горами Семеновка. Постоянно слышны взрывы, постоянно видно пламя, вот, горит. И когда стреляли зажигательными этими снарядами фосфорными, было видно, как они вылетали со стороны Карачума, вот, и шли туда, на Семеновку, потом горело там все. То есть зарево видно ночами очень хорошо. Я думаю, что конечная цель — это чтобы
Чтобы был мир на земле Донбасса, на земле Луганска, Запорожья, Днепропетровска. И конечная цель, конечно, мы не хотим жить в такой стране, какую нам навязывает Западная Украина, Западная Европа. Мы в такой стране жить не хотим. Поэтому я думаю, что освободим мы Донбасс. Я думаю, рано или поздно станет вопрос о присоединении Донецкой Народной Республики все-таки к России. Потому что то, что сделала с нами украинская власть, украинская армия, ну, это ни одно, вот последующие поколения даже им не простят. Вечером, слышь, приедем, молебен тут послужим. А я постараюсь со следующей недели там крест, если достану этот с распятием, мы его потом там установим. А хай попробуют сюда, через крест пройти. Героем, для меня, допустим, героем является Громов, командующий. Вот. Это батя. И героем для меня является генерал Лебедь. Вот. Шаман. Героями являются те люди, которые боролись с бедой на Чернобыле. Правда, это люди, которые своими телами спасали нас от радиации. Героями являются, наверное, знаешь как, вот героями последних лет можно назвать тех людей, которые старались жить честно. Если будет жить в тебе настоящая любовь, ты всегда будешь героем. И ты всегда найдешь, где проявить героизм. Если будешь любить, по-настоящему любить. Любить землю, на которой живешь, любить людей, которые вот рядом с тобой, любить веру, в которой ты крещен. Вот тогда ты не задумываясь будешь совершать, но это ты даже не до конца поймешь, героизм, ты героический поступок совершил или нет. Ты будешь поступать по совести, по любви, и само собой это будет подвигом. Что можно сказать? Замечательный человек. Служит Господу нашему. И мы ему служим. Наш духовный наставник. К присяге нас приводил. Именно через него все это дело произошло. Собственно говоря, все. Как-то так. Аналогично. Поддерживаю слова своего товарища.